Привет, YouTube. Сегодня, не знаю, какой дубль уже, наверное, третий или четвертый делаю. Я хоть и не монтирую видео, но на самом деле приходится иногда дубли переснимать, ну, потому что какие-то нюансы всплывают. Итак, друзья, рад всех вас приветствовать на своем канале. Сразу хочу сказать, что сегодня, как и обещал ранее, снимаю видео про настройки режима кино. Некоторые из вас меня просили снять настройки разных режимов. Я вам сейчас по порядку покажу, то есть как я настраивал. Вы там дальше уже для себя определите, какие режимы вам необходимо будет настроить. Например, на примере одного из режимов, вот в данном случае я настроил режим кино. Так, режим кино у нас... Так, режим кино. Сейчас, так как я данный фильм включил в приложение Apple TV, соответственно, здесь немножечко, конечно, настройки более обширные. Но я переключу еще видео, то есть на обычный YouTube, допустим, и далее это будет. И вы сами сможете посмотреть, какие еще настройки режима того же кино можно, ну, то есть насколько они менее, так сказать, менее обширные в том же YouTube, или когда вы через какой-то онлайн-кинотеатр будете смотреть. Вот здесь сейчас контент в формате HDR, HDR+. Сейчас отображается, соответственно, настройки здесь применены частично мной, то есть я то, что поднастроил сам, плюс еще в формате HDR+, то, что они здесь были. Итак, смотрим. Вот режим кино сейчас у нас установлен. Яркость автоматически применена на 19, поэтому не обращайте внимания, захотите прибавить там до сотки. Но я оставлю на 19, потому что сейчас, сразу покажу вам, в настройках есть вот такой вот пункт, экран и интеллектуальные настройки. Вот в интеллектуальных настройках есть адаптивная регулировка яркости. То есть это когда вы вечером смотрите телевизор, лучше включайте вот, или оставьте вот этот режим. Днем, конечно, его лучше выключать, потому что днем у вас будет иначе яркость экрана падать. Вот, адаптивную регулировку включенной оставляем ночью, чтобы глаза не болели, не портите себе зрение. Один из подписчиков мне задавал вопрос, как настроить SDR, там, чтобы апскейл был и так далее. Ничего выдумывать не надо, на самом деле, колесо изобретать. Смотрите, вот здесь есть такой вот режим адаптивного содержания. То есть, если вы его включите, то у вас автоматически, соответственно, будет отображаться, точнее, контент будет дешифровываться под соответствующий, то есть телевизор будет под соответствующий контент дешифровываться и, соответственно, картинку выдавать более качественную. Допустим, тот же upscale осуществлять, да, к примеру, в зависимости от типа содержимого. Вот. Ну, и этот режим я сейчас отключу, адаптивную регулировку оставляем на месте. По поводу интеллектуального звука сразу предупредить тоже хочу. Не включайте его лишний раз, потому что когда я включил его, вот тут вот такая штука появляется, или вот здесь вот, к примеру, ну, я это все включал. Возможно, оно было включено по умолчанию, я сейчас не помню, но когда вы прибавляете громкость, вот сейчас вот сбоку справа, можете обратить внимание, да, и у вас включен этот адаптивный режим, вы, когда будете немножко прибавлять звук, у вас резко будет перескакивать на 30-ку, например. То есть, если вы ночью смотрите телевизор, конечно, вы можете кого-нибудь разбудить, поэтому аккуратнее с этим режимом. Смотрите, в общем, я его отключил, чтобы таких фейлов не было. Так, что еще? Ну, в изображении вы можете вот здесь залезть. Этот же самый режим, обратите внимание, он есть. Сейчас покажу. Ой, пардон. В темноте вообще нифига не вижу пульт. Соответственно, приходится таким вот образом промахиваться. Вот дальше смотрите. Режим кино у нас сейчас установлен. Соответственно, дальше настраиваем. То есть вот он, кино, режим. Настройки изображения. Настройки изображения, ну, сразу можете у себя параллельно настраивать, к примеру.
Я уже ранее говорил о том, что я эти настройки взял с англоязычных сайтов, поэтому ссылки в описании оставлю, еще раз повторюсь. Захотите, можете настроить по их примеру. Я все настроил, как бы переведя телевизор на английский язык, а потом уже переключил на русский, соответственно. И вот такие настройки применили. Значит, смотрите, настройки яркости. Ну, яркость сейчас по умолчанию, тут как бы адаптивная настройка стоит, поэтому на это не обращать внимания. Дальше контраст. Контраст ставим на 87. Так, контраст ставим на 87. Дальше уровень черного на полтинник. Динамическую контрастность выключаем. Дальше растяжение черного выключаем. Локальное затемнение у нас стоит на высоком уровне. Я вот поиграю, вот посмотрите, как отображается. Вот, локальное затемнение оставляем на высоком. Дальше локальный контраст выключен. Сейчас поиграюсь, посмотрите, как это выглядит. Его лучше выключить. Иначе может какая-то некая зернистость даже. Может быть какой-то бандинг появляться цветовой. Так, гамма. Гамма на двоечке оставляем. Гамму оставляем на двойке. Дальше переходим в предыдущий пункт меню. Дальше цветность. Цветность на полтиннике у нас стоит. Оттенок на полтиннике тоже. Фильтр синего. Если хотите, переключите на... То есть, ну, включенный режим. Ну, тогда у вас еще более киношная картинка будет такая, знаете, еще более теплый цвет будет тогда. Вот, я отключил его, на самом деле. Цветовая температура, ну, и так, потому что цветовая температура и так, как видите, стоит на -5, как бы. Ну, если включите еще этот режим, будет еще теплее. Вот, сами можете убедиться. Дальше. Четкость. Четкость, резкость выключить необходимо. На 0 ставим. Снижение шума выключено. Уменьшение шума выключено. Здесь, по-моему, насколько помню, на автоматическом режиме было. Сглаживание тоже удаляет вызванный шум, там настройки и так далее. Ну, захотите, поиграйтесь потом, можете включить, посмотрите, как будет влиять на картинку. Я его выключил по рекомендации одного из блогеров. Дальше, режим движения. Четкость движения у нас включена. Устранение размытости на десятке. Устранение дрожания на 0. Ну, вот этот режим, кстати, то, что HDR+, сейчас у нас включен, устранение дрожания, он, я насколько помню, автоматически здесь такой стоял, я не стал его менять. Вот, динамическое ускорение, ну, захотите, включите, но оно особо вам, как бы, погоды не создаст. Этот режим динамического ускорения, он требуется для видеоигр, как правило, там 120 Гц и так далее, картинка. При просмотре фильма вы этого особо не ощутите. Но я не ощутил, не знаю, как другие. Экспертный режим, баланс белого. Здесь все выключено. Сюда лезть, если честно, я не рекомендую. Иначе там можете вообще все, голову скрутить телевизору. Ну, если разбираетесь, конечно, поколдуйте сами. Вот, собственно, и все. Что, мы за 8 минут практически уложились. Ладно, ну вот смотрите, вот такая вот картинка. Сейчас это то, как я тоже своими глазами вижу. Вот смотрите, вот вам режим того же локального затемнения. Можете как бы убедиться, насколько все качественно демонстрируется. И то даже экспозиция в камере не совсем передает режим локального затемнения. Как вживую, конечно, все еще круче. Круче, чем на Sony, это точно. Я уж точно вам скажу, потому что я им пользовался. Это не реклама, поверьте. Так, кстати, на одном из моих каналов, я в подтверждение моих слов, что я Сонькой пользовался, я один когда-то ролик снял, как я настраивал джойстик. Я могу ссылку на этот канал поставлю вам, посмотрите там. У меня тоже небольшое количество подписчиков. То видео не хочу перезаливать сюда. Ну, что если хотите убедиться, то я оставлю ссылку на тот свой канал старый. Где там на Соньке я показывал режим проигрывания GeForce Now.
это игр по сети. Окей, дальше смотрим. Смотрим дальше, друзья. Итак, ну, наверное, в Ютубе что-нибудь включу. Так. Значит, смотрим. Давайте погоню. Кстати, вот этот ролик, тоже небольшой спойлер. Я сегодня сниму видео про то, как контент влияет на качество картинки, а не телевизор. Поэтому имейте в виду. Я вам, конечно, обязательно сниму, все продемонстрирую, как там кадры проскакивают, даже несмотря на то, что уплавнялка включена у телевизора. Ну, сейчас давайте, ладно, этот ролик небольшой включу, чисто чтобы вам показать режим настроек кино. Так, значит, смотрите. Кстати, фильм прикольный, я даже не ожидал, не смотрел, точнее, этот фильм. Вот у нас режим кино включен сейчас. Настройки изображения. И вот обратите внимание, уровень яркости тот же самый, который я демонстрировал, ну, в зависимости от света в комнате. Контрастность, уровень черного, вот как видите, все здесь то же самое. Цветность, насыщенность на полтиннике, фильтр синего. Видите, другие настройки, обратите внимание, исчезли. То, что я вам раньше говорил, потому что при просмотре, точнее, HDR плюс контента в Apple TV, вот в этом пункте цветности еще плюс дополнительно были настройки. Вот, дальше четкость. Здесь MPEG NR, MPEG NR на среднем уровне. Там, я насколько помню, был вообще выключен этот режим. Я собираюсь сделать тебя знаменитой. Так, здесь оставляем. Не помню, я, может быть, что-то менял. В общем, не буду здесь ничего переключать, пусть будет так пока. Ладно, уменьшение шума выключено, это точно, и сглаживание тоже выключено в режиме кино. Так, что дальше? Режим движения, смотрите, режим движения у нас включен. Да, устранение размытости на десятке. И вот обратите внимание, устранение дрожания, как я и говорил ранее, на десяточке. В предыдущем контенте этот режим дрожания был выключен, потому что там по умолчанию он был выключен. Я не стал ничего там менять. Вот здесь именно как раз те настройки, которые я взял у блогера англоязычного, установлены. Устранение дрожания на десяточке. Так, динамическое ускорение выключено. Дальше. Все, в принципе, здесь больше никаких настроек делать не требуется. Все, на этом все, друзья. Так, в 13 минут я уложился. Сейчас буду еще снимать контент. С вас подписка, лайк, ставьте колокольчик для того, чтобы вам приходило оповещение о новых видео. Я, к сожалению, приношу извинения, то, что не могу каждый день снимать видео, так как я говорил, сейчас изучаю программирование, и мне как раз надо будет, у меня дедлайн, первый мягкий дедлайн по сдаче проектной работы, вот, и я не успеваю, если честно, по срокам, вот, и поэтому не всегда могу снимать. Ну, тем не менее, как бы к вам огромная просьба, подписывайтесь, комментируйте, задавайте вопросы, если что-то требуется дополнительно там по настройкам показать, снять видео, пишите в комментариях, обязательно сниму. Всем пока.